Здравствуйте, уважаемые рукодельницы, гости моего канала. В данном видеоуроке будем вязать вот такой мотив, один из вариантов бабушкиного квадрата, который вяжется от угла и вяжется вот из вот таких вот маленьких клубочков, вот совсем маленьких. Использовать любые цвета и связать вот такие мотивы. Также в уроке я покажу, как красиво соединить мотивы между собой сразу при вязании. То есть мы, когда будем вязать с вами мотив, мы будем его присоединять при вязании сразу к этому полотну. Урок несложный, подойдет также для новичков. Вот изнаночная сторона. Смотрите, нигде не торчат ниточки. Тоже покажу такой лайфхак, как делать так, чтобы... Потому что здесь хвостиков будет много. Покажу, как мы будем эти хвостики просто соединять между собой, чтобы они нигде у нас не вылазили. Итак, приступаем. В работе это у меня остатки пряжи Yarnart Jeans. Вот такая пряжа. Так, где 45% акрил, 55% хлопок. Это все Yarnart Jeans. И использовать в работе буду крючок номер 2,5. Итак, поехали. Так, делаем узелок и набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид и в самую первую провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, и 3. Воздушная петля и провязываем столбик в эту же петлю, куда и все 3 столбика. Итак, провязали уголок, разворачиваем наше вязание, набираем 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Да, делаем накид и в арку провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Никаких воздушных петель не делаем, переходим сразу в следующую арку. И снова провязываем 1, 2, 3 столбик, делаем воздушную петлю и сюда же в арку провязываем столбик с накидом. Только мы его не довязываем, так как мы будем переходить на другой цвет. Берем наш маленький клубочек. Смотрите, хвостики оставляйте вот такие, чтобы можно было их связать между собой. Так, и набираем 1, 2, 3, 4. Переходим на новый ряд. Вот эти хвостики наши тоже мы обрезаем. Такие не очень маленькие, потому что будем их связывать. Разворачиваем наше вязание. Делаем накид. В арку снова провязываем 1, 2 и 3 столбик. Никакой воздушной петли не делаем, идем в следующую арку и снова провязываем 1, 2, 3. Остается у нас последняя арка. Мы сюда провязываем 1, 2, 3. Делаем воздушную петлю и опять же, не довязывая 2 петли на крючке, мы меняем цвет. Возьмем белый клубочек. У меня все мотивы мои будут, они по-разному скомпонованы нити, но цвета все те же. Так, мы снова набираем 1, 2, 3, 4. Вот эту нашу ниточку обрезаем.
И в каждую арку мы снова провязываем по 3 столбика. Раз, два, три. Не пугайтесь, что у вас вот эти хвостики, они красиво свяжутся между собой, а потом мы сделаем обвязку нашего мотива по кругу, где все узелки у нас прячутся. Два, три. И последняя наша арка. Раз, два, три. Воздушная петля. И еще сюда столбик, который мы не довязываем. Далее мы возьмем, допустим, салатовый. Закрываем. И провязываем. Раз, два, три, четыре. И все так же, только с каждым рядом у нас появляется новый элемент из 3 столбиков с одним накидом. Так, белую нить опять же мы обрезаем. Заметьте, что использую совсем маленькие клубочки, и этого вполне достаточно. Воздушная петля и столбик с накидом. И сейчас мы переходим на самый длинный наш ряд. Мы его сделаем зеленым. Оставляем хвостик. А далее у нас опять мы начнем по убывающей, то есть у нас пойдут цвета вот так как в обратном направлении. То есть дальше будет салатовый, белый и так далее. Так. Самый длинный ряд сейчас. Раз, два, три, четыре. Матовую ниточку мы обрезаем. И снова в каждую арку мы провязываем по 3 столбика с накидом. Два, три. Воздушная петля и столбик с накидом. И как я и говорила, далее цвета начнут вот идти в обратном порядке, то есть нам понадобится салатовый. Так, и смотрите, что мы делаем, как мы будем по убывающей их вязать. Так, раз, два, три, четыре. И провязываем 3 столбика не сюда, как обычно мы вязали, а мы ведем наш квадрат, то есть мы связали такой половинку нашего квадрата, и теперь мы идем снова к углу. Да, то есть мы вот эту арку пропускаем и идем в следующую и провязываем туда 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Зеленую ниточку мы обрежем. Маленький клубочек, нам его хватило прям на целый мотив. То есть смотрите, вот у нас салатовый, и мне его хватит
довязать вот эту полосочку. Раз, два, три. Раз, два, три. И вот последнюю арку, в которую мы провязываем. Раз, два, три. Далее воздушная петля и делаем накид и провязываем во вторую петлю. То есть вот смотрите, первая петля у нас, мы провязываем во вторую. Так, и закрываем белым цветом. После салатового идет у нас белый. Вы же можете компоновать цвета как угодно. Можете вообще весь мотив сделать разноцветным. Раз, два, три, четыре. Разворачиваем вязание. Эту арку пропускаем и идем сразу в следующую. Раз, два, три. Провязываем. Раз, два, три. И снова покажу, как закрыть и перейти на новый цвет. Итак, смотрите, провязали раз, два, три, 4 элемента по 3 столбика с накидом, да, делаем воздушную петлю, накид, раз, два, во вторую петельку. Итак, и берем новый клубочек. Проделываем то же самое, раз, два, три, 4. Разворачиваем вязание и не в эту, а в следующую арку. Так, провязываем еще 2 элемента, показываю, как перейти на новый ряд. Итак, 3 элемента по 3 столбика, воздушная петля, столбик с накидом во вторую петлю. Не довязываем, берем последний клубочек, и надо нам будет красиво довязать наш угол. Так, раз, два, три, 4, разворачиваем и идем, провязываем 2 элемента по 3 столбика. Раз, два, три. Так, ниточку. Раз, два, три. Воздушная петля и во вторую петлю. Так, здесь разворачиваем вязание и вяжем. Смотрите, вершина. Раз, два, только 3 воздушные петли. Идем, провязываем еще один элемент из 3 столбиков. 2, 3. Опять же, воздушную петлю не делаем. Делаем накид и во вторую петлю. Так, разворачиваем наше вязание и провязываем еще 2 воздушные петли. И идем вот сюда, чтобы сделать соединительную петлю. Закрепили и обрезали нашу нить. Все. Как бы мотив мы связали. Не полностью. Еще мы сейчас покажу, как я не люблю, когда эти ниточки мои вправлены, да, то есть я просто вот что делаю, специально оставляла такого размера, и я завязываю на узелочки, просто плотно завязываю, и ниточки не вправляю, потому что в любом случае, если это вы вяжете какой-то плед, как мне кажется, при стирке они все равно будут куда-то вылазить, если вы их не приклеите. Есть специальный клей, чтобы их клеить. Как по мне, вот так вот завязали и обрезали. Так делаем со всеми хвостиками, а я вам еще покажу, как я красиво и незаметно обвязываю. То есть, чтобы у меня каждая сторона была ровненькая, не видно
где у меня закончилась ниточка, да, и еще покажу, как при вязке сразу соединить мотивы между собой. Так, спрятали хвостик, и вот так выглядит наш квадратик. Да, теперь будем делать обвязку. Смотрите, как я делаю первую петлю, первый столбик, сделаем узелок. Так как мы обвязываем столбиками с накидом, я вот так вот делаю накид. И вот в этом месте заводим крючок и провязываем первый столбик с накидом. В эту арку я провяжу 2 столбика, потом в конце ряда я вам покажу почему. Так, и в каждую арку мы берем и провязываем по 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 1, 2, 3. В каждую арку, кроме угловых. Сейчас мы дойдем до угла, я вам покажу, что мы провязываем, как мы провязываем угол. Два и 3. Так, теперь мы подошли к углу. В углу у нас здесь, если вы помните, когда мы закрывали квадратик, мы провязывали 2 воздушные петли. Вот в эту арку из 2 воздушных петель мы провязываем 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли и 3 столбика с накидом. Все под одну арку. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Итак, вот так вот в каждую арочку провязали, дойдем до следующего угла. И когда дойдем до следующего угла, я покажу, как сразу мы будем вязать и присоединять наш мотив к основному полотну. То есть вяжем сейчас эту сторону, в каждую арочку по 3 столбика с накидом. Так, смотрите, провязали эту грань и доходим мы до угла. Провязываем угол, 3 столбика с накидом, 1, 2, 3. И когда провязываем одну воздушную петлю, вторую, вытянули петлю и идем вот посерединке, да, вот здесь сюда будем присоединять, место присоединения 2 мотивов, заходим и вытягиваем эту длинную петлю. Сделали поменьше и провязали еще одну воздушную петлю и провязываем снова 3 столбика с накидом. 1, 2. Когда провязываем второй, находим вот наш угол и второй столбик, заходим под него, вытягиваем петлю и провязываем 3 столбик. Такой вариант соединения очень удобный, что вы сразу при вязании присоединяете ваш мотив. Только смотрите, 1, 2, вытягиваем петлю, снова 3 столбика, под второй идем, заводим нашу петлю и провязываем 3 столбик. И так каждый элемент. То есть провязываем первый столбик, когда провязываем второй в арку, вытягиваем петлю и идем к следующему элементу посередине, вытягиваем и далее провязываем 3 столбик. Получается вот такое красивое, оно в принципе невидимое соединение. Видите, вот как оно получается. Вот и здесь. Сейчас я довяжу до конца. Смотрите, доходим мы до следующего угла. Вот в эту петельку, где мы начинали наше вязание, да, в самую первую петлю мы провязывали все столбики. Формируем снова угол. 1, 2. Провязали один элемент угла
соединили. Так, и дальше провязываем 1, 2, вторая воздушная петля, и идем вот в этот угол тоже во вторую петлю. Протягиваем, еще одна воздушная петля, и далее довязываем наш угол. 1, 2, 3 столбика. Вот, все, довязываем эту грань, а я вам покажу, как красиво закрыть ряд обвязки. Итак, смотрите, провязываем последний угол. 1, 2, 3. В угол еще 3 столбика с одним накидом. 2, 3. И так как вначале мы вязали в эту арку только 2 столбика, нам еще остается довязать 1 столбик с накидом. Обрезаем нашу ниточку. Вытягиваем. И вот наша первая петля. Смотрите, да, мы заходим под вторую. И формируем красивую петельку. 1, вытянули. Заходим с изнанки под полупетлю и перемычку. Все, вытянули. Так, чтобы по прямой у нас не было видно никакого, то есть у нас везде были одинаковые ровные петли для дальнейшего красивого соединения. А здесь же мы можем опять сделать аккуратный узелок и спрятать хвостики. Все, сейчас покажу готовый результат. Итак, я еще отпарила свои квадратики. Смотрите, какая получается красота. Вот это лицевая сторона. Место соединения вполне красиво. То есть это наиболее удобный вариант. Конечно, можно их соединить и потом, когда вы навяжете эти квадратики. Могу оставить ссылки. У меня есть несколько вариантов, как я их соединяю. Смотрите, вот изнаночная сторона. То есть вполне интересный вариант, как для пледа, наволочки на подушку и так далее, для одежды. И вязать удобно такие квадратики, даже тот же плед. Опять же, можно из такой же пряжи. Ярнар джинс, потому что хорошо пледик будет и стираться, и он получается не тяжелый, не весомый. Если была вам полезна, от вас, пожалуйста, лайки. Всем пока-пока.